Ашиғалы, бисмиллахи-рахмани-рахим. Биыл қызыл болғаш, су бигірек асқа кеткен. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Assalamu alaikum kızlar. Ve aleyküm selam Reis abi. Bu sunu koyup koytasın indi hırıya. Куда несешь? Reis abi, знаете, какой-то Сталик приезжает из Москвы. Мы будем варить домашнюю лапшу. Вы с Баяном нам, пожалуйста, приходите. Міне мешітке барып қайтам да, сейчас в мечеть схожу и приду. Ладно, Reis Сау abi, болыңыз. будем ждать. Ярар, рахатлы болыңыз. Тыптын қалған түнгі ауыл, Йықлай ауыл сүнген оты. Қайттым сен айылар ұзғаш, Қаттыр үйне кірмей яқа. Исәнмесез, Хария апа? Исәнмесез. Здравствуйте. Меня зовут Сталик Хамкишиев. Я приехал в Татарстан, чтобы собрать все самые лучшие татарские национальные рецепты и написать книгу о татарской кухне. Мне сказали, что вы замечательная женщина и очень хорошо умеете готовить татарскую лапшу. Покажете мне? Да, обязательно. Попробуем. Какая курица у вас? Это Да, это домашняя. Да бройлер свой. откормленная как положено. Да, она у меня чистая, помытая. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Пускай. Хария ханым, скажите, пожалуйста, вот секрет татарской лапши. Почему такая вкусная она бывает? От чего зависит? Потому что она готовится из высшего сорта муки, лук из своего огорода, картошка тоже, вон, новая, вкусная. Яйца откуда взяли? В магазине Да, купили? Яйца тоже свое. Еще это самое главное для лапши. Это вода. Вода у нас из колодца. Сейчас будем делать уж домашнюю лапшу. Ой, я думал, вы в магазине купите и все. Нет, В мы магазине сами такую делаем. хорошую лапшу продают у вас. Продает-то продает. Когда сама делаешь, это она получается нежная, вкусная. Молодец. Для этого мы берем яйцо. Обычно делают из одного яйца, а я делаю из двоих сразу. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ничего не жалко для нас, да? Да, это для вас, для гостей из Москвы. Ничего не жалко. Скажите, пожалуйста, а муки сколько возьмете? Если у меня, только яйцо, хватило бы где-то 80-85 граммов, а у меня где-то 160-170 граммов берется мандал Вот так огурца. вот. Значит, сколько яиц, столько муки, значит, соответственно. Да. А что это у вас за лопаточка такая? Да, эта лопаточка, вот знаете, она для меня очень дорога, потому что где-то уже 30 лет прошло, это мне муж так купил было. Это кухонный набор, это уж, как по-татарски называется, Татарчай ты? да, для картошки нерселев. Толкушка для картошки. Толкушка, как, когда все это тесто делаю, вот с этой только работаю. Это Хорошо у меня, получается, да? Да, хорошо получается. Хария ханым, Вот я почему про мужа вспомнили сейчас, вот толкушку взяли? про мужа вспомнила. Полюбили друг друга, поженились вот в 90-м году, как раз в конце декабря. Вы тогда замуж Ага, вышли, Нима нам 33 года, наверное, было бы. да? Было бы. Да, было бы, Почему? но жалко. Его не стало в 97 году. Ой-ой-ой. Он у нас Ой-ой-ой. умер из сердечного приступа. Жалко. Я когда... Ничего не делаешь, вот судьба, видимо, такая была. Я когда приезжал познакомиться с вами, договориться насчет съемки, парень был. Это Да. сын ваш? Да, это мой сын, наш сын. Симпатичный вместе с- такой, высокий Да. ростом. Еще дочка у меня осталась 5 лет было всего ей. Ей Альшечек зовут. Внучки есть у нас, Аллаха шкар. Вот муку надо потихоньку только так. Если сразу много, Это она дается- получается жесткая будет. Нам не надо
жесткой. Вы про себя расскажите. Вы где работаете? Я работаю заведующей в Новочеркасском сельском доме культуры. Я любила свои родные поля, родные края и захотелось мне идти учиться в агроном. Как же вы попали в культуру? Да. Как это Я получилось у вас? уже с детства петь уже любила. Вы поете? Да. Я с еще первого класса. Честно сказать, я еще не видел ни одной татарской женщины, которая бы плохо пела. Все поют Да, хорошо. они все поют. Приходит наш учитель, наш сосед, он мне с первого класса аккомпанировал. Вот я Всю сейчас жизнь вот- поете, и Да. аккомпаниатор ваш сосед? Да. У меня тогда большая к вам просьба. Давайте позовем этого человека. Раз он Да, давайте. все-таки раз он своим искусством перетянул вас из агрономии в культуру, значит, это какой-то необычный человек. Он, оказывается, он уже пришел. Во, молодец, Раиса, вы идете? Присоединяйтесь к нам. Алейкум Исәнмесез? салам. Сәлемсіз Раиса абай. Ай, Раиса абай, вы сначала покажите мне свое искусство музыкальное. Играть на баяне, слушать. Почему нет? Как баян называете или Это гармонь? баян пятирядный, То есть бывает гармонь татарская, гармон татарский, это двухрядная. нет, клавишная татарская. Клавишная? Да. Я сначала в 4 года было, когда мне отец купил тальянку для себя. Ага. Я потихонечку его держал. И начал играть где-то в 5 лет. Такая песня есть, «Гармунчила». Вот эта мелодия. Утырмагыз урындыкка, гармунчылар утырсын. Бөгелә сыла гармун ойный, ул ничегенә табылсын. Бөгелә сыла гармун ойный, ул ничегенә табылсын. Смотрите, какое тесто она красивое замесила. Раиса. О, лапшу покушаем сегодня. Да. Я тоже очень люблю музыку. У меня дома большая коллекция музыкальных инструментов. Начиналось все исключительно с народных инструментов. И струнные преимущественно, и смычковые, и гармонь даже у меня есть, только азербайджанская. Да, я там в Баку купил. Я очень люблю духовые инструменты. Что это у вас такое? Вот, дудочка. Дудочка? Татар-бурай. Это я купил, где родился Абдулла Тукай. Дайте мне вашу Ура. гармонию, я сюда положу. Я хочу, чтобы эту дудочку послушать. Как ее звук, какой у нее. Я подержу гармонию вашу. Можно? Можно. Пожалуйста, татарская песня «Субуйлап». Ой, как я люблю эту песню. Молодец, Раиса абай. Ой, Рахмат. субханаллах. Единственная, может быть, татарская песня, вот, ну, помимо всему миру известная «Апета», которую я знаю название, которую я знаю мелодию, это именно «Субуйлап». Это в переводе на русский «над водой», да? Да.
Я чувствую какую-то большую взаимосвязь между татарской музыкой и китайской музыкой, и корейской музыкой. Да. Как так получилось? Вот я об этом тоже думал, размышляем. Это, наверное, мы родные, родственные корни, да. Потому что у них тоже пентатоника, да, это сказать. Они будут слушать, они поймут эту музыку. Ариафа? Оу, Селим, сестренка, она же младше меня, да? Да. сыңылым, әйе. Селим, как там курочка? Курочка Варится. нормально. Вот у меня уже тесто готовое. Молодец. Я поставлю ее под миской, чтобы она немножко стояла. Bizning avulning qizlari aqli kulmakiyalar. Bizning avulning qizlari aqli kulmakiyalar. Iska shiver, ishga botir, yigitlarni suyalar. Iska shiver, ishga botir, yigitlarni suyalar. Zil jillar issa zilaylut, zil jillar issa zilaylut, zilaylutning bili nazik, zilaylutning bilagida bilazik. Zil jillar issa zilaylut, zil jillar issa zilaylut, zilaylutning bili nazik, zilaylutning bilagida bilazik. Zilaylutning bili nazik, zilaylutning bilagida bilazik. Сколько лет вы ее так тренировали, а? Сколько лет вы ее так тренировали, чтобы она так пела? Слушай, вот эта вещь-то непростая, которую вы играли. Ритм такой переменный, с ускорением ритма. Зелена еще. Это, знаете, это у меня сандугач. Давай. Сандугач знаете? Свисточек. Это соловей, да. Менә шулай. Настоящий сандугач. Да, сандугач менә бу безнең. По-азербайджански соловей будет бюльбюль. Бульбуль. У нас тоже Балбал. Да, Безеле. ну, сандугач и бульбюль По-другому. одно и то же у вас. Да, и булбул говорят. По-татарски балбал говорят. Братья же, братья. Да. Какой хороший человек дядя Раис, а? Да. Очень Раис хороший Абай. у нас Раис Абай. Все Жалко, что ему идти надо было. Ну, Да, у его человека надо свои на дела. намаз идти, в мечеть идет он. Он же наш имам даже, Да вы что? помощник имама, точнее. Вот все, у нас, курица у нас варится. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Я положу соль, где-то 2 ложки нам Да, там нужно бульон много будет, потому и что курица бульона- большая. Курица большая, бисмиллахи-рахмани-рахим. Сейчас положим. Вот лук. Я тоже силикон положу, потому что у меня, я так научилась, сын у меня не любит, когда мелкие, а потом я уберу, Аллах верса, где-то полчаса проходит. Все, я открыла миску, у нас тесто готовое. Ой, какое мягкое. Да, тьфу-тьфу, вот она какая красивая, Смотрите, я удивляюсь. мягкая. 2 яйца вы взяли. И еще белок тоже положили, и белок, Да. и желток. И у вас тесто такое Да, желтое всё равно получилось. какая Почему такое желтое тесто? Такое красивое тесто было? Желтые курицы у меня гуляют на улице, они траву едят, поэтому желтки вот такие желтые получаются. Вон, Аллах верса, у нас тесто какое красивое, мягкое, как молоденькие девушки. Все, сейчас раскатаем тесто. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вот у меня. Ай, красивое платье одела, конечно. Нет, Да. надо халат домашний одеть. Я когда забыла. готовишь. Да, это. Кулинарные курсы не сделали при клубе? Сделали.
Все у меня полно видео, если хотите. Я в основном работаю с детьми. Не только ж я, и Ну, мои молодых дети. девочек надо учить, конечно, Да. потом Вот поздно будет. Да, в этом году у нас там клубные формирования, при клубе работают 10 формирований. Девушки вот из клуба Жидиган Чешме, они всегда ходят с нами и на что-то научатся они. С ними мы тоже лапшу делали, чек-чек, еще юаша Скажите еще раз, готовили. как вы произносите это слово? Чак-чак. Чик-чик. Еще раз. Чик-чик, чик-чик. Значит, это Как воробей чирикает. неправильно, что ли, я? Нет, мне интересно просто. По-мишарски, что Нет, ли, красиво. произносила. Еще тоньше будете раскатывать? Уже очень тонкое тесто у вас. Пусть, чтобы, Еще раскатывать? говорят же, пусть это видно будет там, если, Буквы. да, буквы. Репа. Ау, А в деревне живете, а вы ли живете? Не скучно вам? нет, мне не скучно, потому что у меня родители живут на этой улице. Ваши родители живы? Только что в мае месяце потеряли моего отца. А, Вот у меня вместе с вами сейчас ходила сестренка Сирене. Она тоже в клубе работает. Все у меня. что, пора нарезать лапшу, да? Уже Эй-е. пора нарезать лапшу. Подсохло немножко тесто, да? Да. Немножко края. Очень красивое. Линия колорва кисезузана. Я никогда не видел, чтобы так лапшу делали. У меня должен быть ведь острый. Вот раньше татарки к себе они этот нож-то вот так резали. Вот так же резали раньше. Наши матери так. Вот Моя так мать так, да. Проводя так острием ножа по доске, да? Вот что-то я научилась, от телевизора, что ли, вот так. Все. Все, наша лапша готова. Кажется, уже и курица хорошо сварилась. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Наша курица уже сварилась. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Очень хорошо сварилась. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, наша курица уже готова. О, Бисмиллахи-рахмани-рахим. хорошо сварилась. Ну, порода бройлерная, но держали ее дома, да? Да, 2 месяца продержала еще, кормила. И- Мы их покупаем в Но базаре. все-таки варили ее, наверное, часа полтора варили. Да, прошло, наверное, Потому что если магазинную будешь варить 1,5 часа, там уже ничего не Да. останется. где-то магазинный еду 30 минут, 40 минут уже готово будет. А эту хочу посмотреть, какой Да, бульон. она О, хорошо какой жирненький бульон получился. Біздің тауығы біз бек батыр болып пішті. Вон, какая она красавица дере керек. О, Рахим. это надо на 2 разделить. Это Да. одному много будет. Такие ноги. Да, Как у огромнейшие. барана ноги. Да. Это вам, Сталик. Нет, это мне много будет. Я столько не Да, кушаю. ваши ребята, может, мы. Надо по чуть-чуть. Что всем хватило, да, ведь? Да. Вас и нас тут же много. Харяханом. Лапшу когда будете варить? Сейчас, да, все у нас ведь. Знаете, что я больше всего люблю на свете? Куриную лапшу. А, Плов не надо мне, шашлык не надо, дайте куриную лапшу. 1 раз в неделю. Я стихи сочинил. даже. Да. Давайте читайте, пожалуйста. Сердцу хочется крепкого чаю и густой домашней лапши. Вот, все это правильно говорите. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Леген салдак. Картошку положили, вот сейчас соль добавляем. Бисмиллахи-рахмани-рахим. У нас уже бульон готовый. Лапша хорошо подсохла, Да, да? субханаллах. Тьфу-тьфу-тьфу, субханаллах. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Біздің ашығыз әзір. Готово, что ли? Да. Молодец. Уже- Наливайте. Аппетит, о! Отличный аппетит. Ух ты. Жирненький бульон. Да. Желтенький, красивенький. Да, курица вон какая красивая была, красавица просто.
Ну что, все готово у нас? Можем попрощаться с нашими зрителями и сказать друг другу. Ашларыгыз тамле булсын! Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом, эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов!